Здравствуйте, друзья! С вами Игорь Невзгляд. И в этом видео я хочу рассказать вам о разнице между спиртовыми маркерами и маркерами на водной основе. Недавно я заинтересовался маркерами для скетчинга и решил приобрести себе маркеры, но первый вопрос, который мне задали в магазине, это был следующий. Вам на какой? На спиртовой или на водной основе? Я совершенно не имел понятия, чем они отличаются, и спросил, чем они отличаются. Ну, во-первых, они отличаются ценой. Вот те маркеры, что у меня здесь, это на спиртовой основе, это Winsor & Newton фирма. Они стоят 80 гривен. А вот эти, это на водной основе, это маркеры Santi. Они стоят, по-моему, 40 гривен, то есть в 2 раза отличается цена. Вот, а потом сказали, что отличается только основой, да, и при этом спиртовые маркеры лучше тем, что они идут более однотонные, то есть легче смешивать цвета между собой. Ну, в общем, я попробовал, в принципе, разницу ощутил, и хочу показать вам наглядно, да, чем они отличаются. Итак, к сожалению, у меня тут маркеры разных цветов, да, потому что я сразу дороговато купить и те весь набор. Я просто купил, чтобы попробовать и те, и те. У меня вот есть желтый и оранжевый цвет, и синий, и фиолетовый. Но я думаю, что будет достаточно, да, для понимания, чем же они отличаются. Итак, и там, в тех и тех маркерах есть 2 кончика, да. Это шило называется тоненькой, и долото. Как вы понимаете, шилом мы рисуем контур, да, какие-то тонкие линии. А долотом мы либо закрашиваем, делаем фон, тут можно разную толщину делать, либо рисуем толстые линии. Вот так. Так, вот акварельный маркер рядом. Тут тоже шило, да, тут такая даже больше на кисточку похожа. И видите, она так сгибается при рисовании. Ну, в принципе, я слышал, что есть разные маркеры, что есть действительно и шило, есть такая кисточка. Я думаю, что это при более углубленных изучении разных маркеров можно это все поисследовать. А пока я просто хочу вам показать разницу. Так, и долото тоже рисуем. Вот, как видите, да, уже видно, что спиртовый маркер, он смешивается равномерно, то есть не оставляет следов. Вот акварельный, он более бледный, не знаю, видно ли вам на видео, но видно вот эти полоски, да, которые оставляются. Вот когда накладываем один мазок на другой. И спиртовые маркеры, понятно, быстрее высыхают, потому что спирт, он более летучий, быстрее испаряется. Так, теперь вот пройдемся сверху еще раз. Специально оставляю место, да. И акварельным маркером. Видите, здесь тон более медленно меняется. То есть можно создавать более темные оттенки, да, а здесь более резко. И бумага, она еще такая влажная. Хорошо. Давайте возьмем синий маркер для сравнения. Это спиртовый. И фиолетовый. Это на водной основе. Тоже видите, да, сразу полоски идут. Теперь пройдемся еще раз сверху.
Видите, в спиртовых маркерах тон меняется постепенно. То есть очень маленькое изменение идет. А в акварельных более резко и наглядно. И вот она, видите, бумага начинает портиться, потому что она влажная. Так, хорошо. Теперь давайте посмотрим еще на обратную сторону листа. Вот, видите, от спиртового маркера идет отпечаток. Не знаю, видно ли вам желтый цвет, но синий точно видно. Акварельный маркер отпечаток не оставляет. Вот в этом плюс акварельных маркеров, то есть на водной основе. Они, хоть здесь не так равномерно накладывается цвет, но нету отпечатка на бумаге сзади. Поэтому если рисуете скетчи, то учитывайте этот момент. Я подкладываю здесь лист бумаги, чтобы не было отпечатков. Я вам покажу в конце этого видео несколько своих скетчей, которые я сделал при помощи маркеров. Ну и также покажу разницу. И еще хочу провести один эксперимент. Я видел в одном видео, тоже про это никогда не слышал. Это попробую размешать маркеры водой. Я беру кисточку, смоченную водой, и прохожусь по верху маркеров. Так, ну, видите, при желании можно небольшую растушевку сделать. Думаю, все зависит от качества самих маркеров. Но, в принципе, возможно. Возможно, если сразу не давать высохнуть маркером краски, сразу сделать. Мы сейчас и попробуем. Давайте я проведу фиолетовым. Но тоже не сильно. Хорошо, и попробую по спиртовому маркеру пройтись. По спиртовому ничего не происходит, видите? Краска при спиртовом маркере берется более крепко. Слышал, что этими маркерами можно рисовать на одежде, но я пока не пробовал. Если вы пробовали, то обязательно напишите в комментариях. Так, и вот мой скетчбук. Такой красивенький, да, вот это мои первые пробы рисования акварельными маркерами. Здесь я использовал еще карандаш, потому что раньше я рисовал карандашами. Сейчас, может быть, что-то покажу. Ну вот, да, вот. Это рисунок, выполненный простыми карандашами. А вот скетч маркерами для скетча я начал рисовать недавно. Вот зеленый цвет очень хорошо, видите, им несколько раз, если пройтись, то можно создавать большую интенсивность цвета. Можно прорисовывать такие прожилки. Вот, видите, как я сказал, вот идет отпечатки на задней стороне листа, поэтому приходится пропускать. Так, вот здесь, как вы понимаете, вот это я рисовал маркером на водной основе, а кофемолку и зерна рисовал спиртовым маркером. Видно, да, разницу? Если бы был оранжевый маркер спиртовый, то не было бы видно вот этих линий. Так, ну здесь я фон делал пока еще карандашами, чтобы не такой интенсивный. Здесь тоже использовал как маркеры такие карандаши. Так, ну здесь тоже. Вот, с вот этим рисунком хочу познакомить вас. Это я рисовал полностью маркером, без карандашей. Видите, фон сделан спиртовыми маркерами. И практически не видно полосок. Так, тут еще есть что-то. Ну да, я пропускаю здесь место, потому что, видите, идет такой отпечаток. Да, ну и последний мой скетч. Вот я еще пока учусь. Так, хорошо, на этом все. Это все, что я хотел вам показать в этом видеоуроке. Надеюсь, он был полезным. Если да, то подпишитесь на мой канал,
чтобы быть в курсе новых видео. Ну и жду ваших отзывов, комментариев. И до новых встреч!